And this is one of my favorite things to be together with colleagues, and to provide a context in which we can realize a rich resource of support we have within, and our capacity to be such for each other too. И вот то, что мы сегодня будем делать, одна из моих любимых вещей, когда собираешься вместе с коллегами и создаешь такое пространство, где можно получить взаимную поддержку и обратиться к такому очень богатому ресурсу, который есть у нас всех, который поддерживает нашу практику, нашу работу. As we will also discover today. И мы сегодня тоже обнаружим, как много в нас этого ресурса. So we're exploring what is commonly called burnout. Сегодня мы будем исследовать то, что обычно принято называть выгоранием. And acknowledging how our work impacts us in many ways. И мы будем давать место, признавать то насколько наша работа нас влияет на очень многих уровнях. And acknowledging too the personal-professional overlap. И мы будем признавать, давать пространство тому, что в нашей работе есть наслоение профессионального и персонального, личного. And realizing that no matter how professional, experienced, well-trained we are, понимая, что не важно, насколько мы профессиональны, насколько мы опытны, насколько мы натренированы, still we are not machines. We're not made of metal. мы не машины, мы не сделаны из металла. And it is our very sensitivity, the heart that we bring to our work, that also makes us so vulnerable. И это именно наша чувствительность, то корневое, сердцевинное, что мы привносим в нашу работу, это именно то, что делает нас в этом всем уязвимыми. To the impacts of working with those who've suffered terrible trauma. Уязвимыми к тому, как на нас влияет работа с теми, кто пережил серьезную травму. Which for some may be all the more exacerbated in these COVID days. И для кого-то в контексте пандемии, ковида, симптомы травмы могут быть усиленными. Days that are insecure and uncertain. Дни, когда нет стабильности, нет нечего, не на что опереться, нет предсказуемости. That also, of course, impact us. We are breathing this ambience in this global pandemic, not just of COVID, but of fear, anxiety, distress. Это тоже на нас оказывает влияние. Мы оказываемся в таком общем контексте, когда очень у многих есть переживание тревоги, дистресса, стресса, страха. And sometimes I wonder whether there is also some kind of contagion possible when we are working with those who have suffered and bring our hearts to this work. Я думаю о том, возможно ли такой образ своего рода заражения, когда работаешь с человеком, который перестрадал, прожил через трудный опыт символического заражения. That we may respond to in all sorts of ways. Some perhaps might appear to work for us, but nonetheless cost us dearly. И мы по-всякому можем обращаться с своим состоянием, когда мы обращаемся с трудным материалом, что-то для нас может работать, а что-то может нам стоить очень многого.
we may muster defenses that Возможно, shield нам, us from the potential toxicity of a client's material. возможно, нам приходится вырабатывать в себе защиты, которые будут ограждать нас от потенциальной токсичности материала клиента. We may find ourselves as if functioning on the other side of a screen a little bit like this. Here we are in Zoom land. Мы можем обнаружить, что в контакте с клиентом мы как будто оказываемся по другую сторону пленки экрана, как здесь сейчас, в этой зумляндии, в This may leave виртуальном us пространстве. feeling a little. This may leave us feeling a little isolated from our clients, our families, ourselves. И такое отгораживание может привести к тому, что мы можем начать чувствовать себя несколько изолированными от наших клиентов, от наших семей и от самих себя. So it's in this context that therapeutic clinical supervision is applied. Это тот контекст, в котором разворачивается терапевтическая клиническая супервизия. And providing such supervision and staff care, professional care support programs is a really high priority for me. И для меня это очень большой приоритет давать такую супервизию, создавать пространство заботы о тех, кто заботится, профессиональной заботы. Therapeutic is a response to you as a living, breathing person, realizing, as I've said, that you are impacted by this work. Терапевтическая супервизия, потому что этот аспект процесса откликается на тот факт, что вы являетесь живым, дышащим человеком из плоти и крови, который является чувствительным, уязвимым к тому, что на вас оказывает влияние. То, о чем я только что говорил. So the atmosphere is supportive, healing, restorative. Поэтому наша атмосфера, она поддерживающая, исцеляющая, восстанавливающая. Responsive to you. И она откликающаяся, отзывающаяся на вас. Dila? Responsive to you. I just said. Меня было слышно? Oh. Да? Хорошо. Да. Извините. The signal may blip a little bit. Maybe. Yeah, Dila was reminding us that the signal may blip a little bit from time to time. We might miss a little of what one of us is saying. Да. Такое техническое напоминание, что сигнал может задерживаться, и мы можем звучать с некоторой задержкой или не слышать какие-то фразы. Да. Будем And это we will иметь. persevere, and we will persevere, and we will overcome. Но мы будем настойчивыми и преодолеем эту трудность. So of course, because we bring our hearts, our very souls to this work, and our story and experience also have bearing on the quality of our presence with our clients. Attending to what comes up for you matters very much. И потому что мы в этой профессии, в пространстве работы с клиентами присутствуем своим сердцем, своей душой, контекстом своей личной истории, мы присутствуем собой. И это все влияет на качество нашего присутствия с клиентами. Внимание, акцент на эту часть работы очень важен для нашего процесса супервизионного, терапевтический аспект супервизии. And realizing where our clients' defenses may at times engage with ours or trigger ours. Понимая, что защиты наших клиентов могут схлестываться с нашими защитами, они могут служить такими спусковыми крючками для активации наших защит. And realizing that what we avoid in ourselves, we avoid in others, including our clients. Понимая то, что
мы избегаем самих себе, мы будем избегать своих клиентов. То, с чем мы не можем быть внутри себя, мы не можем быть в других. What we fear in ourselves, we will fear in our clients. То, чего мы страшимся, боимся внутри самих себя, мы будем бояться и в наших клиентах. And this may sometimes leave us feeling just stuck, not quite knowing why. И от этого мы можем время от времени чувствовать, что мы как будто бы в тупике, и не очень понимать, что происходит, почему так. Our material may correspond with our client's material, and suddenly we are standing on very shaky ground. И наш личный материал может резонировать, быть созвучным материалу клиента, и вдруг мы оказываемся оба на очень шаткой почве, теряем устойчивость. So this aspect of supervision within an environment that feels really safe and affirming is paramount for me. Поэтому этот аспект супервизии, который про безопасность, про поддержку, про подтверждение, мной переживается как такой ключевой, фундаментальный. Although it's not therapy and may result in referral for further therapy, nonetheless it's taken very seriously. И несмотря на то, что супервизионный процесс не является терапией в чистом виде, он может отсылать к терапевтическим моментам, он может быть терапевтическим, но он не может быть заменой терапии, он может высвечивать те темы внутри нас, которым нужно внимание дальнейшее в терапии. And within the embrace of these three words, therapeutic, clinical, supervision, is clinical. Our client work, the person themselves we bring to supervision. В пространстве этих трех слов, в объятиях этих трех слов, терапевтическая, клиническая супервизия, клиническая относится к нашим клиентам и к тому материалу, с которым они приходят к нам. Similarly held in this atmosphere that feels so safe that if they were to step into the room and hear us speak of them, they would feel honored, loved, respected, valued. Точно так же, как я говорил про безопасность относительно терапевтического аспекта, точно так же мы создаем такую же безопасную психически атмосферу, обстановку для наших клиентов, так что если бы они случайно оказались рядом и услышали, как мы о них говорим, они почувствовали бы себя, что их здесь очень глубоко уважают, ценят. And realize that we cared that much to bring them to such a session and to make them the focus of our attention. И они почувствовали бы, что мы настолько ценим их, они настолько для нас важны, что мы их привносим на сессию супервизионную. Even if the conversation included ambivalence, a sense of impatience or rage even. I've had enough of this client. Даже если этот процесс, даже если в диалоге будет звучать амбивалентность, противоречивые чувства, раздражение, даже ярость, я по горло сыт этим клиентом. Still, they would realize if they were able to listen carefully that their best interests, served by serving the best interests of the therapist, lay at the heart of what we were doing. Все равно, даже если бы такое услышал клиент, он бы все равно почувствовал, уловил бы, что то, что происходит сейчас, служит их лучшим интересам. В процессе того, как мы ищем то, что будет лучше всего для терапевта. Заботясь о терапевте, мы заботимся о клиенте. Sorry. That's okay. And I noticed what I thought was someone mentioning the bird song outside the window here. И я, кажется, заметила, что кто-то пишет про то, что слышно пение птиц. Да, что оно очень успокаивает, балансирует, приводит в состояние баланса.
And here is South Wales in the United Kingdom. Oh, he disappeared. Here. Here is South Wales in the United Kingdom. Здесь Here is where I am at the moment. Yeah. я сейчас нахожусь на юге, на юго-западе Уэльса, в Великобритании. And some very exciting news. We have some little blue-tip birds that were nesting in a bird box in the garden, and they've all just fledged, and I watched them fly away from their little house. У нас сегодня утром такие радостные новости. На садике строили гнездо синички какое-то время назад, и у них вылупились птенцы. А сегодня я видел, как они покидали свое гнездо, вылетели из гнезда. And on the one hand, it may not seem relevant to what we're discussing today. И с одной стороны, может показаться, что синички, которые вылетают из гнезда, не очень относятся к нашей теме сегодняшней. But if I am to make meaning of it, then it speaks to me of the nurturance of life, of the joy of witnessing the natural world, Но если and all its blessings for all of us. я дам себе прожить смысл, значение этого момента, в нем я нахожу очень много про то, как в жизни происходит напитывание, рост, процессы вырастания, развития, и как это связано с радостью жить. A means of support. И это все resource. происходит благодаря ресурсу, благодаря поддержке. So, clinical, our clients' needs as they present, as we perceive them. Клинический аспект, он обращается к потребностям клиентов, которые проступают по мере того, как мы обращаемся, воспринимаем суть клиента. The interventions that we have made and the degree to which they have been, as we can, insofar as we can conclude, effective or less so. Мы смотрим на то, что мы уже предприняли в терапии, смотрим, насколько это было поддерживающим терапию, а может быть, искажающим ее целостность. The subtlety of transferential loops and the roles that we may find ourselves in. И то, насколько тонко, незаметно работает динамика переносная, контрпереносная, как можно в ней запутаться, как можно с ней идентифицироваться. Multiple influences that have resulted in the suffering, the struggle, and the symptoms associated with it that we identify in our clients. И множество факторов, которые привели к тому, что человек начал испытывать страдания, и те симптомы, которые развились у этого страдания, и, возможно, с которыми клиент мог идентифицироваться. And then therapeutic clinical supervision. That word in English breaks down very conveniently into two words. И третье слово — терапевтическая клиническая супервизия. В английском слово супервизия очень удобно состоит из двух подслов. Not exactly like a superpower. Не совсем это про суперсилу. Although sometimes it can feel that way. We have these wonderful moments of revelation, a kind of eureka, now I get it. Хотя порой это может переживаться как будто есть суперсила, потому что есть моменты чудесные, таких откровений, инсайтов, эврики, понимаешь, что происходит. For me, these two words, supervision, speaks of perception, insight. Но для меня супервизия, супервидение говорит о качестве восприятия, об инсайте. An informed intelligence in relation to the multiple, varying complexes that give rise to suffering.
такой мета-интеллект, осознанный интеллект, который принимает во внимание множественные факторы, слои переживания, множественные слои страдания. The interactive dynamic of neurology, physiology, Принимает во emotion, внимание cognition, такой динамики, которая взаимовлияющая на уровне нейрологии, физиологии, эмоциональной регуляции мышления. and this supervision is as if a meta vision too. И тогда супервизия превращается в мета-видение. Like an eagle who's able to see both panoramically and telescopically simultaneously. Подобно орлу, у которых видение одновременно и панорамное, и телескопическое, есть и охват большего контекста, и детальное видение. So when they're soaring high above the ground, they can see for miles and miles and also see a little rabbit on the ground. Орлы, когда парят над землей, они видят, у них охват, который вбирает в себя километры, и при этом он может увидеть маленького зайчика на земле. So in supervision, in metavision, we take into account the range of systems and influences that have had impact. Поэтому в супервидении мы смотрим и берем во внимание множественные контексты, системы, которые влияют на человека. Family, culture, religion, nation, history. Семья, культура, религия, национальность, история. I lost that last word, Dila. История, history. Yeah, can you hear me okay? Да. Кита, хорошо слышно всем? Everybody can hear you all right. Да. Хорошо, хорошо. Guys, there's a delay, so I'm not always certain quite when Dila's finished translating. Вот. У меня задерживается сигнал, поэтому не всегда уверен, когда Диля закончила переводить. I can say it as in a walkie-talkie. Copy that. Copy that. Да, я могу как по рации говорить конец связи. Just an introduction to this concept of therapeutic clinical supervision and вот. Это было такое введение к контексту того, что представляет собой терапевтическая клиническая супервизия. And all of this is supported with creativity in the form of poetry and picture making, dance, drama. И этот весь процесс поддержан творческим процессом в разных модальностях. Поэзией, рисунком, танцем, драмой. Sand trays, play, Песочницей, игрой, скульптурой, живой скульптурой. The arts never lie and always reveal something hidden from view often. Искусство никогда не лжет, и оно почти всегда обнажает что-то, что было спрятано от глаз. Again, I lost those last words, Dina. So Copy that. I'm not copy that. Okay, хорошо. Конец So, связи. guys, today we're looking at this thing called burnout. Вот, а сегодня мы будем смотреть в этом контексте на тему выгорания. Vicarious trauma, secondary trauma, compassion, stress, injury. It goes by many names. У выгорания очень много синонимов. Замещающая травма, вторичная травма, синдром стресса сопереживающего, синдром усталости сочувствующего.
But today I don't want to give you just technical information that defines those things and describes their operation. Но сегодня я не хотела бы вам давать просто технические определения, которые поясняют, что это такое и как оно работает. The first thing I'd like you to do individually, and then we'll come together in small groups. Первое, что я хочу вас пригласить сделать, пока что персонально, индивидуально, а потом мы будем работать в малых группах. Is to write a poem. Написать стих. Now, some of you may have written many poems, and some of you may have not written a poem since you were at school, and little school at that. Кто-то из вас, возможно, написал много-много стихов, а кто-то, может быть, последний раз писал стих в школе, когда был маленьким ребенком. And you'll remember, if you were present last year, my preamble about you can't get it wrong and write as if you're just a little one. И если в прошлом году вы были, может, вы помните мою такую преамбулу про то, что невозможно сделать что-то не так. They're asking, can we do it in prose? Because poem is a shortcut to express for me. Yeah, well, interestingly, when I describe what I mean by a poem, it invariably includes that tumble of words that may form something that feels more like prose than poetry to you. Вне вариантов, когда я начинаю описывать, пояснять, что я имею в виду, когда я говорю слово «стих», вы увидите, что это может быть просто такой вброс, набор слов, которые могут больше казаться прозаическими, чем поэтическими для вас. A flow of words that spontaneously flow from your heart, freed from our indictment of an inner critic or external critics, the voice of our teacher that we simply can't get out of our heads from long, long ago. Когда я говорю стих, я имею в виду такой поток слов, который рождается спонтанно, свободно в нашем сердце и проявляется, минуя свободно от голоса нашего внутреннего критика, а может быть и от голоса внешнего критика, может быть учителя, который как-то осудил, обесценил то, что мы когда-то создали. And when I'm exploring, well, almost any theme, any word, any subject, we could, of course, just look in a reference dictionary and read out the definition. И когда я исследую любой феномен, любую тему, конечно, всегда можно открыть словарь, посмотреть отсылку к какому-то термину и прочитать техническое определение. Informative, perhaps, but remote from personal experience. И, возможно, в этом будет информация, но оно будет пустым для того, чтобы это было чем-то соотнесенным с нашим личным, персональным переживанием. And of course, the experience of burnout is not purely theoretical, it's deeply personal. И, конечно, то, как мы переживаем выгорание, это не является чем-то теоретическим. Это всегда является чем-то глубоко личным, персональным. A subjective experience. Всегда субъективный опыт. So I want you to write a poem, prose, whatever you want to call it, where we don't worry at all about spelling or grammar or structure or technical form. Поэтому я хочу, чтобы вы написали стих или прозу, как ни назови, как хотите, называйте, на тему выгорания. They're asking the theme, and I just said burnout. It's coming. And if you want to, you can write your words upside down in big letters, little letters. И если захотите, можете писать вверх ногами, шиворот на выворот, большими буквами, маленькими буквами. However it comes to you, because that kind of poetic expression has, well, it knows no bounds, really. It's unrestrained. То, как оно к вам придет, не волнуясь за грамматику, пунктуацию, орфографию, потому что в таком выражении себя нет рамок, оно не является объектом правил. So,
Your poem's called What is Burnout? И ваш стих будет называться «Что такое выгорание?» 10 minutes or 10 минут thereabouts. примерно. Just respond to that question. See what Просто happens. откликнитесь на этот вопрос, посмотрите, что будет происходить. What comes to you. Что к вам будет приходить. Somebody is saying that they feel immense sadness and want to cry. That is part of a poem. Это тоже That is часть стиха. such an eloquent description of an experience of burnout. It's beautiful. И это очень красноречивое описание проживания, переживания, выгорания. Очень красиво. Don't fear the sadness or tears. Не бойтесь слез или того, что поднимается грусть. And when you've finished, some of you may be happy to post what you've written in the message board, and that would be of great value to us all. And you may want to do that now or after the group work, and that might be good. Когда вы закончите, вы можете почувствовать, что вам хочется поделиться тем, что вы написали вот сюда в чат. Вы можете сделать это сейчас, а может почувствовать это после того, как вы работаете в группах. Somebody says that their poem is life-affirming. That sounds great. Somebody, that's Svetlana. Great, because it supports us. And amongst these poems, there will be a quality of eloquence that both describes deep distress and a resource that meets that agony, like the wind beneath an eagle's wings. Да, это жизнеутверждающе, потому что оно разворачивает, оно как будто бы видит и то, и дает пространство для очень глубинного, трудного к тому, чтобы выдерживать дистресса, и при этом этот процесс одновременно высвечивает те ресурсы, о которых мы могли не догадываться, которые как будто бы откликаются на этот дистресс. I am singing, but as if I am singing like a bird in a cage. In what we're doing, in both its expression and in the wisdom accrued as a result.
we'll be experiencing something that is supportive, что мы делаем, будет проступать такая мудрость, которая как будто нас поддерживает, и будут подниматься состояния, переживания, которые как будто бы поддерживают наш процесс, как будто они поднимается знание, информация, как будто мы вспоминаем. There are beautiful poems. Do you want me to read them to you or later? I think a little later, Dina. Я говорю Киту, что красивые очень стихотворения появляются сейчас или позже прочитать. Кит говорит, чуть попозже. Because I really do want to hear them, and with your permission, just to copy them and keep them safe. Make sure your name is with the poem too, so we know its author. Say it again. I do want to read them, and with your permission, to copy them from here and keep them safe with your name on it, so we know its author. С вашего разрешения мы их скопируем, чтобы сохранить эти стихи, чтобы не потерялись с именем автора, конечно. Не будем их без разрешения использовать, просто чтобы это было не утеряно. We're going to gather in groups of about 4 people for about 20 minutes to share the poems and talk this through. Мы сейчас соберемся в группы малые по 4 человека на 20 минут, чтобы поделиться тем, что у вас родилось, проговорить это. And you can share as much. Секунду. И вы можете делиться ровно стольким. As much? Or as little as you wish of your poem. Some of its material may be deeply personal, and you don't have to share any more than you want to, but you might want to share it all, and it will, I know, enrich the other members of your group. Да, и будьте внимательны к тому, чем вы будете делиться. Вы можете выбирать, поделиться ровно тем, чем считаете, что можете, чем вы чувствуете, что вы можете, хотите. Может быть, какой-то материал будет глубоко персональным, и вы его пока прибережете. А может, вы захотите поделиться сразу всем. Поэтому будьте So we have these Zoom rooms that Dila will organize now. Вот, у нас будут комнаты в Zoom, а кто-то что-то начал говорить. Когда Кит объяснял, это был вопрос, скорее всего. Нет, Диль, это я спрашивала. Ирина. Мне уже начинать делить по залам? Да. Окей. По 4 человека в комнате. Ира is doing the breakout rooms, not me. Great. Спасибо, Ira. Спасибо, Ира. And was there a question? That was the question. Do I begin the breakout rooms now? Okay, yeah, great. So 20 minutes, 5 minutes each, meeting back here at, by the time we're into groups, 20 past the hour. По 5 минут на человека. Вот, соберемся назад в 1:20 по Москве. Диль, вы будете ходить по комнатам? Do we need to visit the rooms or not? Нет. Only if people need some confirmation of the task or some
support. So that may be good to have that option. But really, I just want people to work together with their colleagues. Да, если людям нужно будет как-то помочь, поддержать, тогда будет здорово, если будет возможность. Там, по-моему, можно написать в сессионный зал сообщение, что если вдруг что, зовите на помощь. Ну, там есть такая функция, да, Вот. пригласить помощь. Да, Я и, это наверное, увижу, и тогда вас туда отправлю. да, минуты за 2-3 просто такое напоминание, что скоро комната закроется, чтобы они могли закруглить беседы, чтобы не было Да, там внезапно. автоматом за минуту начинается отсчет, они это видят и выходят. Да. Их автоматом возвращают. Ну да, я имею в виду, я обычно там минут за 5 говорю, что вот тут остается столько-то времени, потому что хорошо. иногда они Да, посреди проговора могут быть. То есть в 1:10, да, в 1:20 закрываем. В 1:20 закрываем, ну, можно в 1:15 сказать, там у вас осталось 5 минут, Да, пожалуйста, хорошо. закругляйтесь. Хорошо. А вот те, кто не присоединился, может быть, не видят Я у них приглашение. спрошу. Там бывает, что на телефоне не происходит вот эта штучка, организатор вас приглашает в сессионный зал. Да, бывает. Надо нажать на 3 точки, и там вот оно просто спрятано. Чуть-чуть пролистать надо. Да, я в курсе. Это вчера Руслан просветил. Вот. Так. Ну, иногда бывает еще подвисает, потом они уходят. Да. Не со временем. Все, all sorted. Хорошо. Запись можно на паузу пока, наверное, поставить. Да. Сейчас я у Елены спрошу. Елена Суворова, вам пришло приглашение в сессионный зал? Принимайте его, пожалуйста. Хорошо. Hi. Okay, great to see you all back. Здорово всех видеть, что возвращаетесь. I like us all waving at each other. Мне очень нравится, как мы друг дружке машем. Really realizing this connection we have, albeit across many miles. Как будто бы проживая эту соединенность друг с дружкой, несмотря на то, что мы друг от друга разделены расстоянием в километры, мили. Now, I would imagine that some of you perhaps didn't write a poem, but nonetheless had a fruitful conversation. Я могу представить, что кто-то из вас мог стих не написать, но тем не менее разговор был, возможно, плодотворным. But many of you would have written a poem, perhaps the first one you've written for a long, long time. Но многие из вас могли написать стих, и, может быть, это был первый стих за за долгое-долгое время. And realize the soul's eloquence in this form. И почувствовать, насколько красноречиво начинает звучать наша душа в такой форме. I wrote a poem as well today. Я тоже написал сегодня стих. Let me share with you what I wrote, which will give you an example of the kind of thing I mean. It's not clever, it's not technical. Я прочитаю то, что я написала. Это будет такой пример того, что я имею в виду под стихом. И он совершенно не технический, совершенно не умный. And although when I started writing it, I wasn't consciously referring to a memory or experience. The words were just coming to me. И несмотря на то, что пока я его писал, я не обращался к какому-то эпизоду, к какому-то воспоминанию, к какому-то опыту. Просто слова сами поднимались. I did realize toward the end that I was referring to an experience, a dark night of the soul that I fell into, like a black hole that felt as if it was swallowing me up completely from. This was years ago, but still very fresh as I recall it now. Но к концу стиха я понял, что я обращаюсь к своему опыту. Это
была такая темная ночь моей души. Много-много лет назад я как будто бы впал в черную дыру, которая меня поглощала. И несмотря на то, что это было очень давно, все равно память об этом очень свежая. Guys, can we check our microphones are off? I think someone's mic is on. Можем проверить, что у всех выключены микрофоны. Чей-то микрофон включен? О, спасибо. We're picking up the sound of хорошо. That's better. Спасибо большое. Так гораздо лучше. Спасибо большое. So, my little poem. Вот он, мой небольшой стих. Burnout is when I'm wasted. Выгорание — это когда я растрачен, Spent. закончился, Sick. Tired. болен, Emptied устал, out. опустошен. Emptied out like a dustbin. Опустошен, как мусорное ведро. Contents all tossed aside as rubbish. Все, что в нем было, все отброшено в сторону, как будто бы мусор. A bin into which rubbish and treasures have been thrown. Мусорное ведро, в которое выбросили и мусор, и сокровища. Me too. I'm in the bin. I'm in there. И я тоже. Я в этом ведре. You wouldn't know it because I appear to be standing right in front of you. Я там. А вы не догадаетесь, потому что я как бы стою прямо перед вами. But what is standing here is a shell of me. Но то, что перед вами стоит, это моя скорлупа. Robotic me. Моя работающая часть, робот я. Habituated and rehearsed, and able to pretend so eloquently that I am absolutely okay. То, что во мне научено, привычено, то, что может во мне притворяться, что со мной все абсолютно нормально. But I'm not. Но со мной не все в порядке. And soon I will disappear myself. И скоро я сам исчезну. Although you might not even notice that, Хотя вы можете этого даже не заметить. because I will still be standing Потому что я все еще буду стоять. Standing right in front of you. Стоять прямо перед вами. All hollowed out and smiling. Опустошенный и с улыбкой. I know this place. Я знаю это место. And I know what it means to awake. И я знаю, что это значит проснуться. And in that last line, I'm referring to what to me at the time felt like an awakening kiss from God or love that restored me in a moment. И последняя строка, она отсылает к тому, что мной переживалось как такой поцелуй, от которого пробуждаешься, поцелуй Бога, или жизни, или любви, который меня восстановил, исцелил буквально в одночасье. And awakening from that awful place, I had discovered things that I never would have known if not for that experience. И когда я проснулся из этого жуткого состояния и места, я понял, открыл для себя какие-то вещи, которые без этого ужасного опыта, переживания я бы не понял. Most of all about the quality and qualities of love. И основное это было про качество, про свойства любви. Its faithfulness to us in the darkest of nights. Как она нас остается верна даже в самую темную ночь. Ever present. Всегда рядом с нами, всегда присутствующая рядом с нами. Now, of course, such a definition that refers
clearly to such a deeply personal experience I never could have got from a dictionary or from anybody else, but through poetry. I find myself. Такое определение, которое соотносится с глубинным, личным, персональным опытом, я бы не нашел ни в каком словаре, и ни у кого другого бы не нашел. Но через поэтический процесс я соприкасаюсь с собой. The impacts of our work that require such an empathic connection with our clients place us in very vulnerable positions. И то, как на нас может влиять наша работа, которая нас подводит в такое качество контакта с клиентами, когда мы обнажаемся своими самыми уязвимыми частями, нас ставит в уязвимое положение. True empathy both has a sense in terms of feeling of another's world, but also experiences the physiological counterpart of all emotional, all affect. И настоящая эмпатия, она одновременно и дарит ощущение того, как проживает другой человек свое состояние его внутреннего мира, но одновременно с этим у этого ощущения есть физическая репрезентация, физическая отсылка в теле. In many ways, we are experiencing what our client is experiencing. И во многом мы проживаем то, что проживает наш клиент собой. And the reciprocity of our response when we see on our client's face deep fear. И взаимность нашего отклика, когда мы видим на лице нашего клиента глубинный страх. We may also experience not only their fear, but our own too. Мы можем не только почувствовать страх нашего клиента, но и наш собственный. And empathy, of course, is not selective. It's not just the feelings of sadness and grief, but it may include rage, some very disturbing, difficult to be with feelings. Эмпатия — это не что-то такое выборочное. Она не только работает, когда мы сочувствуем горю или переживанию утраты, грусти, но она может включать в себя, например, ярость или какие-то другие состояния, с которыми очень трудно быть, которые сложно выдерживать физически. It is no wonder that there are times when we may suffer compassion fatigue, vicarious trauma. Неудивительно, что время от времени мы можем страдать от такого синдрома усталости, сопереживания или замещающей травмы. Sometimes developing the symptoms that our clients suffer from too, Иногда у нас as is the могут case with vicarious trauma. развиваться те же As is the симптомы, case with vicarious trauma. которых страдают и наши клиенты. Это является примером замещающей травмы, то, как она проявляется. So, having our own means of support, our self-care package, Поэтому, когда у нас есть наши способы поддержать себя, такой чемоданчик инструментов заботы о себе, our little book of self-care, наша маленькая книга заботы о себе, рецептов заботы о себе. well, what might that include? Что это может включать? Whilst we were waiting for you, Ludmila and I were chatting about a whole range of different things that provide that quality of support that sustain us. Пока мы ждали, пока все остальные соберутся в большой комнате, мы говорили с Людмилой о самых разных моментах, которые могут нас поддерживать, напитывать. And so looking after yourself then, how do you do that? And how might you suggest others do that? Что значит заботиться о себе? Как мы это можем делать? Как мы можем другому предложить? Что мы можем другому рассказать о том, что значит заботиться о себе? To what extent does the care we extend to our clients and the love we extend to them too, to what extent is that also extended to ourselves? И насколько та забота, которую мы создаем
даем нашим клиентам, насколько она простирается на нас самих тоже. Today we're talking, at times I'm speaking in somewhat general terms, because we're not in a one-to-one supervisory session, for example, where the fine details of what I'm describing would be considered addressed. Сегодня мы говорим о таких общих, на уровне общем, крупными мазками набрасывая нашу тему. У нас не тот контекст, когда в индивидуальной супервизии один на один мы бы обращались к таким тонким нюансам того, что происходит с человеком. A specific client, for example, who you find yourself dreaming about, even when they leave the room, they never seem to leave your psyche. They occupy you. Может быть, какой-то клиент, даже когда он уходит из кабинета, он не уходит из вашей психики, и вы можете видеть сны с ним, как будто бы он занимает какую-то часть пространства вашей психики. Now, although I would love opportunity to have feedback from all the groups, from all of you, to hear your voices, to hear your poems. Несмотря на то, что мне было бы очень ценно, я бы очень хотела всех услышать, каждого, вашу обратную связь, каждый стих, каждый голос. The strict limits on our time today make that, well, we just can't do that today. У нас сегодня строгие временные ограничения, сегодня нет возможности этого сделать. But I'd love you to post your poems. Я бы очень хотела, чтобы вы поделились своими стихотворениями. Я их потом переведу. And what I'd like you... I just said I will translate them for you. Спасибо. And what I'd like to do now... А сейчас, что я бы хотела вам пригласить вас сделать, is start your little book of self-care. Now, you may already have a big book of self-care, which will be a reference for this. Я бы хотела, чтобы вы начали свою собственную маленькую книжку «Забота о себе». Может быть, у вас уже есть большая книга «Забота о себе», и тогда вы можете в нее добавлять что-то. But in your little book of self-care, I want you to create a series. Хорошо. Юлия сказала. Очень хорошо. I want you... Анна. Anna. Yeah. У Анны книга показывает. О, да, Анна, да. And that looks like your journal, Anna. Как будто это вот такой дневник, Анна. But I want your little book of self-care to be a series of little symbolic images, each representing the different ways in which you support yourself. Но я хотела бы, чтобы ваша маленькая книга «Забота о себе» содержала в себе небольшие символы, которые отражают такие ваши акты заботы о себе. So if you've got colors, grab your colors, make them works of art, simple art, like a little child might draw. Поэтому, если у вас есть чем рисовать, может быть, мелки, может быть, карандаши, сделайте такие очень простые рисунки, как если бы это рисовал ребенок, символы, которые отражают заботу о себе. We have 10 minutes just to start that today, and then we'll all come together to say a final goodbye with our mics on so we can hear each other's voices. Вот. И сегодня мы начнем, у нас 10 минут есть на это, и в самом конце мы соберемся назад с микрофонами включенными, просто чтобы попрощаться. Shall we do the gallery of images? Да, that would be great. Спасибо. Да, и будет здорово, если мы сделаем такую своеобразную галерею рисунков. Okay, so just under 10 minutes to make at least 5 as many little symbolic images you can in your little book of self-care. 10 минут на то, чтобы сделать небольшие символы, зарисовки того, что олицетворяет вашу заботу о себе. Может быть, хотя бы 5 символов. Little drawings. Маленькие рисунки. We're also drawing with burnout, with drawing is very efficient. Хорошо.
Da-da. And there is a text from Людмила. Спасибо, Людмила. Спасибо, Людмила, за текст. Okay, everybody. In our final few seconds now, can you hold up one of your images so that we can all share in something that resources you? Последние несколько секунд. Можете, что захотите из того, что вы нарисовали, поднести к камере, чтобы мы могли все поделиться, разделить то, что является для вас ресурсом. Хорошо, fantastic, отлично, отлично. Фантастика. Спасибо, everyone. Oh, Anya. Thank you. Красиво. Да. Look at them all. Alexandra, Anya, Irina. Смотрите на них. Natasha, Irina. This is what sustains us. Это то, что нас поддерживает. We lie at the very heart of our work. Svetlana, спасибо. Svetlana, can I see again? Можно еще раз увидеть. I got one here. Хорошо, да. Кошка. Кошка. Это красиво. I want to come to that place with you, Svet. Хочу в этом месте оказаться. О, вау. Oh, yeah. All these things immediately lift our hearts. И это все то, что тут же заставляет сердце воспарить. Да. Irina. Such powerful images. Такие мощные образы. Oh. Sveta, shower and bath. Да, душ и ванна очень важно. Everybody, your images really inspire and lift me. Очень воодушевляющие, приподнимающие образы у каждого. It's been so good to spend just a little bit of time with you all today. Так здорово было провести хоть немного времени с вами сегодня. So many stories and experiences in every one of these images. В каждом образе так много историй, так много опыта вложено. We are considering running a supervision group, not a substitute for individual supervision, of course, but something that's really good for us. Мы думаем о том, чтобы запустить регулярную супервизионную группу, которая, конечно, не является заменой индивидуальной супервизии, но все равно это что-то, что может нас поддерживать, полезным быть. So if that's something that interests you, look out for the announcement. Вот, поэтому, если вам это, для вас это что-то, что является интересным, следите за анонсами. But for today, as like a ritual act of connection and mutual support. Вот, на сегодня, как такой акт взаимной поддержки, соединенности друг с дружкой. Let's place a hand on our hearts and reach a hand out to each other. Давайте положим одну руку себе на сердце, а другую протянем друг к дружке. And also, then we can place a hand on the side of the window that we're peeping through. Вот, а еще можно руку перевести как будто бы вот так вот к краешку кадра, из которого мы выглядываем.
like this and hold each other's hands. Oh, hi Вот guys. так, и как будто взять друг дружку за руку. So much love felt between us, such energy this has. I feel really like an embrace with you all. Вот. У меня такое ощущение, как будто мы все обнимаемся. Такой ток любви между всеми. So beautiful. Big hug, everybody, and so much love. Очень красиво, очень всех крепко обнимаю. Всем шлю много любви. Чувствую I много. really hope that soon we can be together in person and not through Zoom. Очень надеюсь, что скоро сможем быть в одном пространстве физически, видеть друг друга вживую, не через Zoom. Although thanks to Zoom. So now we must finish. Thanks to Сейчас, Zoom, we are together. We must finish. Look after yourself. вот, сейчас нужно закругляться. Пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о себе. Okay. Post your poems, please. Вот, выкладывайте свои стихотворения. I have copied them all. Я все стихи аккуратно скопировала. Буду переводить теперь Киту. Okay. Da, da, da. Our whole Thank you hearts. so much. Bye. Спасибо. До свидания. Пока-пока, everyone. Пока-пока. Пока.